Егерь Матвей жил на заимке, в самой глуши. Его единственным другом и охранником был Байкал, огромный пес, помесь кавказской овчарки и, как поговаривали в деревне, волка. Матвей нашел его щенком в лесу много лет назад. Пес был суровый, чужих не признавал и жил в добротной будке на цепи. В ту ночь ударил мороз, какого не помнили старожилы. Термометр упал до -45. Воздух звенел, и даже птицы падали замертво на лету. Матвей подкинул дров в печь и лег спать, решив, что у Байкала шкура толстая, выдержит. Проснулся он от жуткого чувства. Во дворе, обычно шумном, стояла гробовая тишина. Ни звона цепи, ни лая. А потом раздался звук, от которого кровь стынет в жилах. Многоголосый, тоскливый вой, но не где-то в лесу, а прямо под окнами. Матвей глянул в замерзшее окно и обомлел. Весь двор был заполнен серыми тенями. Волки. Их было не меньше дюжины. Они плотным кольцом окружили будку Байкала. «Разорвали, демоны!» — прохрипел Матвей. Он схватил со стены двустволку, сунул ноги в валенки и, в чем был, вылетел на крыльцо. «А ну, пошли вон!» — заорал он, вскидывая ружье, готовый положить половину стаи за своего друга. Он ожидал увидеть кровавое месиво. Ожидал, что волки оскалятся и кинутся на него. Но произошло невероятное. Стая не шелохнулась. Волки медленно повернули головы к человеку. В их глазах светился не голод, а спокойное, холодное достоинство. Матвей опустил глаза ниже, в центр круга, и палец его замер на спусковом крючке. Байкал был жив, но он не лаял и не рвался с цепи. Пес лежал на снегу, свернувшись клубком, а вокруг него и даже на нем лежали волки. Огромный матерый вожак прижимался боком к спине Байкала. Волчицы укрывали его лапы и хвост своими телами. Они не ели его. Они его грели. В такой мороз привязанная собака, лишенная возможности бегать, чтобы согреться, была обречена на смерть за пару часов. Байкал, в чьих жилах текла та же дикая кровь, начал замерзать. Он подал голос, тихий, умирающий зов о помощи на древнем языке предков. И лес услышал. Стая пришла не убивать конкурента. Они пришли спасти своего. Они образовали живой меховой курган, делясь теплом своих тел с тем, кого человек оставил умирать на морозе. Вожак посмотрел на Матвея долгим, умным взглядом, словно говоря: «Ты его предал, а мы — нет». Затем он тихо рыкнул. Стая неохотно поднялась, отряхиваясь от снега, и бесшумными тенями растворилась в лесу. Матвей стоял на крыльце, чувствуя, как краска стыда заливает лицо даже на таком морозе. Он бросил ружье в сугроб и побежал к псу. Байкал был теплым и живым. В ту ночь собака впервые спала в доме, на медвежьей шкуре у печки. А Матвей долго смотрел в окно на темный лес, понимая, что сегодня звери преподали ему урок человечности. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.